В предыдущем фильме я говорила о программе «Проводник». Эта программа показывает содержимое носителей информации на компьютере в виде иерархии папок. Мы собираемся работать с компьютером, то есть записывать в компьютер модели наших ощущений и извлекать их оттуда. Мы должны понимать процесс записи. Все, что мы запишем, будет размещено в какой-нибудь папке. Можно воспользоваться существующими папками, а можно создать новые папки. Зачем создавать папку? Процесс систематизации объектов необходим для простоты доступа к ним, ускорения поиска. Например, в обычной жизни покупки из магазина мы постоянно систематизируем. Продукты в холодильник, одежду в шкаф, белье в комод и так далее. И никогда не ищем молоко и картофель в платяном шкафу, а шапки и носки в холодильнике. Мы специально приобретаем и устанавливаем в жилом помещении шкафы и холодильники, решаем, где они будут установлены, решаем, какие вещи в какой именно шкаф будем укладывать. Точно так же и для компьютера следует принять решение о том, какие папки нам потребуется создать, где они будут находиться в иерархии папок и что мы будем в этих папках хранить. Где создавать папку? На любом действующем компьютере уже есть папки, в которых содержатся файлы программ операционной системы и установленных приложений. Это системные папки. Обычно они находятся на жестком диске, то есть в папке с названием C двоеточие. Чаще всего системные папки имеют название Windows и Program Files или похожие. Но могут быть и другие системные папки в соответствии с проектами производителей. Хорошее решение – считать системными все папки, содержание которых пользователю неизвестно. Системные папки нельзя удалять, перемещать, нельзя удалять содержимое системных папок, то есть любые системные файлы. Не стоит заполнять системные папки личной информацией. Можно только просматривать содержимое системных папок. Делать это надо внимательно и осторожно, чтобы нечаянно не удалить или не изменить какие-нибудь системные файлы. Удаление или изменение системных файлов равнозначно физическому повреждению компьютера. Этот инструмент может перестать работать или будет работать с ошибками. Для хранения личной информации используются личные папки. Они будут содержать образы личных ощущений пользователя в виде текстовой, зрительной и звуковой информации, то есть файлы документов, изображений, видеозаписей, аудиозаписей. Личные папки можно размещать на всех магнитных носителях, которые входят в состав компьютера, а также на любых дополнительных носителях, которые к компьютеру можно присоединить. Хорошим правилом будет упорядочить личные папки на каждом носителе информации в отдельную иерархическую структуру. Например, систематизация по типу информации может иметь следующую структуру. На первом уровне папка «Мои файлы». В нее входят папки с названиями тексты, фото, видео, аудио. А вот систематизация по принципу родственных связей. На первом уровне «Близкие люди», на втором уровне папки «Моя семья» и «Коллеги», на третьем уровне в папке «Моя семья» имеются папки «Дети», «Родители», «Внуки», «Родственники». Эту структуру можно расширять и углублять. Рассмотрим процесс создания личной папки. Первый шаг. Выбрать место на компьютере. Определить носитель информации, если их несколько. Уточнить место на носителе в иерархии папок. Например, я буду создавать папку для хранения фотографий, сделанных во время зимних каникул. Я сохраню эти фотографии на жесткий диск C в систему папок «Мои файлы» в папку «Фото». Второй шаг. Дать название. Уникальное, понятное, запоминаемое, узнаваемое, удобное для систематизации. Я назову новую папку 2020-01-01 «Каникулы». Третий шаг. Выполнить создание папки на компьютере. Вызвать программу «Проводник». В интерфейсе программы «Проводник», последовательно открывая папки в иерархической структуре, найти запланированное место размещения новой папки.
Установить курсор на свободное пространство в выбранной папке, нажать на правую кнопку мыши, выбрать во всплывающем меню команду «Создать». В следующем всплывающем меню уточнить объект «Папка». На экране появится строка с изображением папки и названием «Новая папка». Название размещается в прямоугольной рамочке и выделено синим цветом. В этот момент можно вводить свое название при помощи клавиатуры. При этом все буквы, которые были на синем фоне, исчезают. В рамочке формируется новое название. Когда все символы названия введены, нажимаем на клавишу «Ввод», либо устанавливаем курсор вне рамочки, обозначающей поле для ввода названия. В результате выполненных действий на экране появляется строка. В строке имеется изображение папки и название папки. Строка встраивается в последовательность других строк в соответствии с выбранным порядком сортировки объектов, если в этой точке структуры имеется несколько папок. Полезно знать, что можно сделать с любой папкой. Можно посмотреть свойства папки, переименовать, копировать, переместить, удалить, восстановить после удаления. Для выполнения этих действий курсор устанавливается на название папки, вызывается всплывающее меню правой кнопкой мыши и выбирается соответствующая команда. И, конечно, новую папку можно заполнить папками и файлами. Для этого устанавливаем курсор на название папки и раскрываем вновь созданную папку способом двойной щелчок левой кнопки мыши или способом правой кнопки мыши вызвать всплывающее меню, в котором выбрать команду «Открыть». Название открытой папки перемещается в адресную строку, а на пустом поле можно создавать новые папки и файлы.